Приветствую, друзья! Пришло время нам поговорить о внутриканальных наушниках, выпущенных совместно с известным англоязычным блогером Bad Guy. Называется модель Tripavin X HBB Melee и представляет из себя сильно модифицированную версию популярных в прошлом Blon BL03. Сравнить их у меня возможности уже нет, но о новеньких Melee мы сегодня поговорим достаточно подробно. Собственно, поехали! Поставляются наушники в довольно скромной картонной коробке с логотипом производителя, наименованием модели и фирменным изображением одного известного англоязычного блогера из темы аудио. У нас его особо никто и не знает. С обратной стороны нам донесли достаточно подробный список технических характеристик. Из важного отметим импеданс 16 Ом и чувствительность 109 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, фирменный плотный кейс Tripavin, гарантийный талон и набор серых силиконовых амбушюр с широким сердечником. Качество кабеля тут весьма неплохое, он практически не путается, имеет прямой металлический штекер, заушенный с довольно гибкой термоусадки и соединение на классической вилочке 0,78 мм. Его сопротивление аппаратура показала равным 0,436 Ом. Чашечки полностью выполнены из металла, в чем есть очевидный минус для наших широт. С внутренней стороны у них находится компенсационное отверстие для 10-мм динамического драйвера из графена и средний по размерам звуковод с выступом для удержания амбушюр и вклеенной матерчатой сеточкой. Второе отверстие для компенсации драйвера разместили на верхней части корпуса рядом с коннекторами. Ну а на фейсплейты вынесли абстрактный рисунок с блестками, как это сейчас, друзья, повсеместно принято. У меня, как видите, модель черного цвета, бывает еще и золотая. В уши мне Melee сели ну просто превосходно. Удобные, с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. К амбушюрам тоже никаких, друзья, особо вопросов и нет. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более короткий относительно нормы импульс, в принципе терпимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие 0,8%, что нормально. Фаза логично следует за частотной характеристикой, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 99 миллисекундам. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости, легкую компенсационную яму и пик на 8 кГц для усиления детализации. Высокие же частоты нам довели аж до 20 кГц. От производителя никаких измерений нет, только от упомянутого блогера, с которым мои графики плюс-минус сходятся. Говоря о подаче, Melee нам могут предложить достаточно нейтральное, чуть подсушенное звучание, которое, уверен, способно порадовать подавляющее число меломанов, предпочитающих разнообразные тяжелые жанры. При условии мощного источника эта модель действительно неплохо строит звуковое полотно, но, как понятно по ценнику, с некоторым рядом ограничений. Лично меня в данной модели расстроило какое-то неестественно зажатое звучание с эффектом чуть увеличенного расстояния от слушателя до сцены. После наушников из верхнего ценового сегмента все это кажется довольно-таки странным. Хотя к такому положению вещей быстро привыкаешь и начинает казаться, что все в принципе играет как и должно. Ну а поскольку тут очень достойно проработана сцена, в ней прямо чувствуется воздух, прекрасная собранность, резкость и выразительность абсолютно всех тембров. Так что данная модель вряд ли кого-то оставит равнодушным, особенно при ее цене около $40. Хотя лично меня постоянно не отпускало ощущение, что моему выделенному 3-ваттному усилителю не хватает мощности для раскачки данных наушников. Но перепробовав почти с десяток различных плееров и ЦАПов, я пришел к выводу, что у Melee просто вот такой характер звучания. Тяжелы они на раскачку. Однако, если отбросить данный нюанс, то наушники реально заслуживают всех тех положительных слов, что говорят о них блогеры. Реально чисто, прозрачно и мелодично, чего еще нужно от наушников за $40. Низкие частоты довольно резкие, с хорошей прорисовкой текстур. Серединка тоже собранная, поджарая, с неплохой выразительностью и прорисовкой тембров. Да и высокие не пилят и не сыпят. Баланс, конечно, чуть сдвинули в область высоких частот, но по-другому в данном случае никак. В плане стилистики прямо кардинальных ограничений я лично не вижу. Как только уши привыкают к особенностям звучания данных наушников, все играет очень неплохо. Пробовал и металл, и джаз, и разнообразную электронику. Вполне слушабельно.
По источникам, как я уже упоминал, кажется, что наушникам требуется либо больше мощности, либо больше громкости. Но это далеко не так. Заведется модель даже от аналогового выхода вашего смартфона. Нет никаких проблем с различными характерами источников. С ними споется и что-то музыкальное, и дотошно-мониторное. По подаче модель действительно очень близка к линейкам Blon и Moondrop. Прямо узнаваемый почерк однодрайверной динамы от этих производителей. И именно ценителям данных марок я могу рекомендовать Tripovin X HBB Melee. Мне же после серии дорогих наушников они не особо-то и понравились. Играют словно через силу и как будто слушаю их через какую-то небольшую трубу. Понятно, что это скорее придирки, однако еще более бюджетные КЗ EDX Pro подобного эффекта не имеют и строят весьма реалистичную, естественную картинку. Еще раз, наушники в принципе неплохие, но со своими особенностями, к которым еще и нужно привыкнуть. А так все детально, резко, насыщенно и очень драйвово. Для $40 наушники вполне имеют право на жизнь. В более же высокий ценовой сегмент но никак не светит. Модель вот ровно на свои деньги. Итогом, динамические внутриканальные наушники Tripovin X HBB Melee мне очень понравились своим самодостаточным комплектом и сверхудобной посадкой. В недостатки отнесем полностью металлический корпус и некоторую такую зажатость в звучании. В остальном же играют наушники для своей цены очень достойно. Чисто, драйвово и выразительно. Ничего нигде не сбивается в кашу, нет рези, грязи и сибилянтов. Слушать такое реально приятно вне зависимости от жанров и стилей. Единственное, к ним надо привыкать. Смотрите, конечно, друзья, сами. Есть у наушников свои плюсы и минусы, но я бы лично присмотрелся к другим моделям от тех же Moondrop и Blon. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Это были Tripovin X HBB Melee. Всем добра.